Привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам про Ангиака. Ранее, в особо тяжелые времена, среди эскимосов Аляски бытовал обычай: детей, которых не могли прокормить, уносили в тундру и оставляли умирать на холоде. По поверью, после смерти такой ребенок становился Ангиаком, мстительным духом, возвращающимся пить кровь своих живых родственников. По ночам он проникал в дом оставившей его семьи и сосал грудь бросившей его матери. Со временем, становясь сильнее, Ангиак приобретал способность превращаться в различных диких животных, в облике которых убивал членов своей семьи одного за другим. Когда путник идет или едет, обычно на собаках, через снежную пустыню, он может услышать звуки, предвещающие появление монстра. Это плач ребенка, быстро затихающий в буране, и уханье полярной белой совы. В это время еще можно убежать от Ангиака, если вовремя повернуть назад и успеть выехать с села его территории. Если же человек по неопытности продолжает путь, очень скоро он видит пролетающую белую сову над собой, и почти мгновенно на него нападает Ангиак. Он может предстать либо в виде невысокого человечка, поросшего косматой бурой шерстью, с длинными кривыми когтями и острыми зубами, либо гигантской совы, иногда, в виде побелевшего от холода ребенка. Чем старше Ангиак, тем сильнее. В виде совы он хватает жертву и стискивает лапой до тех пор, пока не задушит. Некоторые ученые считают, что так он издевается над людьми за то, что в детстве был лишен объятий родителей. Если он нападает в виде человека, что хватает жертву за ноги когтями либо разрывает сразу же, либо уволакивает в свое логово под снегом. Там он съедает добычу. Ангиак может истребить целый поселок, а порой его гнев обрушивается только на определенную семью. А около года после своей смерти по ночам он тайно приходит к матери и сосет ее молоко. Порой после того, как бросившие его родственники умирают, он исчезает сам, но это редкость. Спастись от Ангиака можно лишь сменив место стоянки. А чтобы брошенный ребенок не становился Ангиаком, ему не следует давать имя, ибо именно в имени живет душа человека. Также считается, что чтобы победить и упокоить Ангиака, необходим особый заговор, известный шаманам. Читая текст заговора, нужно переломить собачью кость и бросить обломки в огонь, это убьет чудовище. Еще его отпугивает железо. Обычай оставлять умирать слабого или нежелательного ребенка был очень распространен у северных народов в силу очень тяжелых условий жизни. Практически у всех у них развелись свои легенды про мстительных духов, в которых превращаются умершие младенцы. В качестве параллели можно вспомнить недогрессур фольклора Фарерских островов, скандинавского Утбурда или Мюлленга. Умение, сила и способности. Кровь. По поверьям, Ангиак может пить кровь своих жертв, чтобы набраться сил. Изменение облика. Ангиак, согласно мифологии, способен превращаться в различных диких животных. Невидимость. Первоначально все духи невидимы, но если сильный призрак захочет, он сможет стать видимым. Для этого необходимы тренировки. Пока призрак невидимый, он нематериален, следовательно, нанести физический урон не сможет. Неосязаемость. Призраки не имеют плоти и могут проходить сквозь предметы. Телепортация. Если призрак сильный и не привязан к месту, то он может перемещаться в разные места планеты. Убийство одним касанием. Некоторым призракам достаточно прикоснуться к человеку, чтобы убить его. Также они могут напугать человека до смерти. Одержимость. Особо сильные и злые призраки способны вселиться в человека, наподобие демонов. Электрокинез. Призраки обладают способностью контролировать поток электричества, создавать помехи в оборудовании, также делать перепад напряжения, например, взрывая лампочки. Сверхсила. Призраки обладают огромной силой. Ярость. Находясь в сильном гневе, призрак неосознанно может вызвать значительные катаклизмы в радиусе до 10 метров. При этом могут выбиться окна, огонь в камине вспыхнуть на короткий промежуток времени, а вещи подлетать в произвольном направлении. Со временем призрак сходит с ума, и даже небольшая вспышка ярости может привести к подобным последствиям. На сегодня у меня все. Берегите себя и не забудьте прочитать описание.